Выйти в полноценный профессиональный дивизион командой, которая изначально задумывалась как обычный YouTube проект, было для нас чем-то невероятным. И те эмоции останутся с нами навсегда. Есть флешка, Миш? Твоя? Да, дал. 2 секунды, дал. Бум. Еще, два еще. Я стрейфлю. Убил? Еще один. Да, Я да. ушел. Еще Останешься? один. Еще не видел был. Не вышел. Еще. Хорош. Миша, зафанил Ой, меня. молодцы, отличная игра, блядь. Пацаны, легендарный кидаю. кол за адванс, это Раша просто. Не кидаю, Раша. кажу. Го вместе бейте просто. Го. Адвансы сюда. Адвансы, пацаны, это лучше. Олег, где, блядь, где? Важно, сколько вы сделали, вы просто от следующего сезона кайфанете, там команды хорошие, уже, ну и уровень поднимется, блять. Вы даже не представляете, сколько вы кайфанете в следующем сезоне, серьезно, искренне. Очень сложно описать словами ту радость, которую мы с парнями испытали, когда спустя 1,5 года работы у нас все же получилось покорить, казалось бы, непреодолимый рубеж в виде выхода в Лигу ESEA Advanced. И вот, казалось бы, ты перелезаешь через забор, а за ним просто бескрайнее поле новых возможностей и вызовов, что поначалу даже невольно пугаешься. Но буквально через пару дней приходит осознание, что теперь нам нужно будет работать еще больше, еще усерднее. И пусть этот дальнейший путь и в разы сложнее, но зато он наконец откроет перед нами реальные перспективы, прежде всего в спортивном плане. Попав в Advanced Лигу, у нас мгновенно появились новые возможности и инвайты в хорошие прогруппы для тренировок. Даю хорошую новость. Поздравляю, вы своей дорогой, своим путем добились хороших прогрупп. Если раньше мы тренировались против обычных 4 КЛ полукоманд, полумиксов, то теперь мы сразу же начали практиковаться против, ну, например, Трикет или Finest, а также против различных академий Тир-1 команд, например, против Big Академии или Mouse NXT. Вот почему я так сильно акцентирую внимание на этих праках в каждом видео о Инсилио? Да потому что если на тренировках ты играешь против откровенно слабых ребят, то попавшись на турнире против, ну, например, команды Флюша и JV, у игроков ненароком будут трястись руки, будет волнение и мандраж, ведь у команды не будет реального игрового опыта против игроков такого уровня. Мы просто свою игру играем, меньше эмоций, типы неплохие. Если мы будем сейчас играть на эмоциях, ну, нервничать там, то, ну, мы только все хуже сделаем. Типа они на 100 просто переиграют, закроют в ноль, потому что, ну, эмоционально тут надо реально держаться. И балансируйте, пожалуйста, ну, чтобы не оверпикаться, не овершибаться, ну и не зажимайтесь, блядь, отвечаю. Я просто вот сколько игр наш вижу, мы когда сжимаемся, начинается пиздец. Не то, вот это вот, короче, у нас есть местами, это когда нервная игра, у нас только так происходит. Да, играют эту пистолетку. Он один будет, ты будешь точку врать потом, бум-бум. Упрыгал за плент, ладно. Не убежал, убить. Еще КТ. Охуеть. Не ставлю. Просто Давай. охереть. Тяжко. Просто, блядь. Ну, нормально, ладно. Ну, на опыте разъебались, и так посудить. Ну, на уверенности больше, не на опыте. Типа, они поймали раунды жесткие. Ну, в нулину разъебали. На классе просто разыграли, наверное, хуй знает. На буткемпе, с пингом, с уверенностью. Нам пока до этого, конечно, тяжеловато. Но если постоянно получать этот опыт игры в тренировочных матчах, то с каждым таким, если так можно сказать, спаррингом вы будете набираться той самой уверенности и понимания того, что эти команды и игроки ну нифига не небожители, а точно такие же парни, как и вы, просто гораздо более опытные в командном КСе. И вообще, на самом деле, все, что мы с вами видим на турнирах от условных Na'Vi или Cloud9, это всего лишь верхушка айсберга. 70, а то и 80% их работы происходит как раз таки на праках, где проверяются тактики, заготовки, сетапы, идеи и прочее. И вот вы просто на секунду представьте, что бы было, если бы те же самые Cloud9 тренировались против челиков из ММа. Вот-вот, и я о том же. Перед нашим первым сезоном в Advanced Лиге у парней что-то щелкнуло в голове. Вот честно, я не прикладывал к этому ни малейших усилий, но они стали прям какими-то взрослыми, что ли. Команда стала для них не просто местом, где они шпилят в КС, иногда играют турики и получают какую-никакую зарплату, а прям полноценной работой. Они сами по себе стали какими-то ну мега ответственными. На тренировках пропали срачи из-за не получившихся раундов, у парней пропал тильт от того, что кто-то там не набивает фраги. А какой была отдача на тренировках? Да, по атаке гоу. Короче, подам. Если они кидают молик 20, то, скорее всего, просто челы фейкуют. Они могут смог дать 15 и хуя не дать на зиг. Это что означает? Это то, что они либо сейчас под Б будут делать, ну это от информации по банану тоже зависит, что у пацанов, и либо будут дроп-ковры. То есть они обычно, когда ебашатся за глав, чел еще часто вот тут как-то за единицы на смоке стрейфит. То есть в этой зоне часто чел оказывается. Это просто вот там Кирюхи, потому что, наверное, я что думаю, можно флешку единицу колить и ебашить его, нет? У нас тут четверо будет, допустим, мы можем раскинуть Б. Один чел, который останется здесь, останется на флешках, нет. Вы потихоньку сваливаете на открывающий, да, либо дал там. раз, открывающий, дал 2 над КТ. Типа я захожу,
Каждый старался, каждый искал что-то новое, каждый приходил на очередную тренировку с какой-то идеей и прочим. На теории никто не сидел в телефонах и не сворачивал игру. Наш тренер Рома Вульф включился прям на полную катушку и перестал жалеть парней. Начал жестко отчитывать их за ошибки, и пацаны наконец начали принимать это не как предъявы, а как желание помочь найти и искоренить проблему. Но при 5 в 5, когда вот ты пикал банан, ты на старте стоишь, и ты Кириллу говоришь, простуди. Откуда у тебя это? Зачем? Я просто там по ситуации, ну, смотри. Не, ну зачем? Вот зачем? Хорошо, я сейчас объясню, типа, у них там был какой-то очень жесткий движ, их там что-то сбрили, у них один лоу хп там уже со старта раунда. Нет, смотри. Ты, походу, не понимаешь. Сыграть четверома, когда у тебя весь банан под контролем, ну, то есть длина, ты там заскопил старт, ничего не происходит, ничего не кидали и так далее, это одна ситуация, когда тишина. А когда просто на старте раунда видно, что люди играют дефолт в атаке, потушили ваши молики там на почте и так далее, и ты просто со старта заскопил Б, и ты уже сразу вот прям вот энергично так хантеру простуди. Почему? Ну, смотри, я сейчас, я могу тебе сказать. Да ты мне уже сказал, я услышал тебя. Ну, я говорю про то, что это не та ситуация. Какой повод? Типа, подожди 10 секунд. Конечно же, без проблем в команде не обходилось. Например, нашего тренера Рому хотели переманить в другую команду. Короче, ситуация, типа, опять мне на днях писал просто владелец и капитан, их мы там разговаривали, они очень сильно хотят бла-бла-бла и прочее. Справедливости ради, он честно мне об этом сказал, предупредил, что есть такой моментик, что предложение весьма выгодное, и что с одной стороны он и хотел бы туда перейти, но с другой, у нас тут в Инсилио тоже наконец-таки все пошло как по маслу. И было бы глупо не сыграть хотя бы один сезон, чтобы принимать какие-либо решения дальше. Я им сразу ответил, то, что сейчас никак, вообще дальше будет видно, что по плану и у тебя, и у команды, как команда выступит, как больше, потому что сейчас самый лучший период из всех, что вообще был за уже этот период больше, чем год. Вот это было супер приятно, когда люди в твоей команде могут спокойно говорить друг другу неудобные вещи. Не юлить и не пытаться решать что-то за спинами. За это я очень ценю Рому и каждого парня в команде. По ходу последних пары месяцев у меня с Ромой возникла небольшая напряженность в общении, так как у нас в чем-то начали расходиться взгляды на тренировки команды, а тут еще эта история с предложением от другого коллектива. А ведь в это же время срок-то его контракта с нами постепенно подходил к концу, и у нас с ним также были некоторые споры о сроке нового соглашения. Высказываешь свое хочу, на что имеешь право, то я тоже имею право свое хочу высказывать, потому что, ну блин, братан, если мы на такой длительный срок, тогда, ну типа, да даже честно, если ты сейчас мне скажешь, что там, ладно, давай на полгода, но больше ЗП, ну тоже, оно мне, блядь, не сильно надо, типа шо, но оно роли большой не сыграет. Знаешь, у меня еще так в жизни, я так все проанализировал, когда везде пытаешься угодить всем, то очень часто ущемляешься сам. В итоге мы сошлись на чем-то среднем, ни мне, ни ему, как говорится. Но я все равно прям чувствовал, что у меня с Ромой было некоторое напряжение в общении, которое впоследствии могло негативно сказаться и на коллективе. И в этот момент я решил в кои-то веки поступить по-взрослому. И первым пошел на мировую. Короче, мне Никита попереводил. В принципе, я понял твои мысли. И я даже готов, окей, давай на 3 месяца. После чего мы с Ромой очень душевно пообщались, сошлись на устраивающих друг друга условиях, решили повисшие в воздухе личные недопонимания и с головой ринулись подготавливаться к грядущему сезону Лиги ESEA Advanced. Кстати, параллельно с этим у меня прощупывали почву по нашему капитану Никите Датте. Но этого парня вы знаете, это кремень. Он мозг нашей команды, без которого у нас ничего бы не вышло с этим проектом. И я бесконечно благодарен судьбе за то, что она свела меня с ним. Вот примерно такие вещи крутились за кулисами во время подготовки к нашему первому сезону в той самой заветной профессиональной лиге. Тренировки проходили действительно хардкорно. Парни играли по 5-7 праков в день. 2 дня в неделю вся команда садилась за теоретическую часть, разбор своих демок, поиск новой меты, гранат, сетапов и фишек. Они работали как все вместе, так и в парах в свободное время. Ну, они же нас предают, они же дальше в арку бегут, а дальше я сбил типа, например. А если это на разворот опции будет? Да, я не смогу хелпануть, то есть все равно отрезается чел, типа. Не, ну ты на 15 начинаешь, если сплит прилетает, ты просто в арку убегаешь, правильно? Да, правильно. и в этот момент... Если идут ковры, то ты просто можешь или 15, или со мной мало ебашь, а я уже типа на малых готов. Я при сплите опции точно мало не успею, потому что я же не буду префайром притягиваться. Вся эта работа настолько скучная и нудная, что просто капец. Буквально как в школе за партой сидеть. Но если ей не заниматься, то сильный по стрельбе игрок никогда в жизни не сможет добиться чего-либо в командном КСе. Через эту работу проходят все, и Саня Симпл, и Ника, и все остальные киберы. Но мы с вами всегда видим лишь результаты матчей, фраги и хайлайты. А всю проделанную работу за кадром мы предпочитаем не замечать. Благодаря такому подходу команда впервые подошла к сезону с полноценно подготовленным пулом из 4 карт. Именно 4 полностью подготовленные карты из 7 считаются идеальным количеством для игры в формате Best of 1, в котором как раз таки и проходит групповой этап этой лиги. Ох, ребят, какие же крутые мы играли матчи, какие крутые у нас были соперники, это просто что-то с чем-то. Буквально
Буквально в самом начале мы попались против нынешней команды Дракина и шведского Твиста, в которой буквально переехали их со счетом 16-3. Ой-ой-ой, блядь. отец. Хорошо, хорошо. Какой Еще же легкий, хорошо, гранаты. Вышли? Найс. Там же вышел, кинул. Хороший, Игорь. Лучший, Игорь. Фобен. Это вообще грязь какая. За хуй. Выйти не мог, правильно? Нет. Вышел, найс. ГГ, парни, просто лучше. Лезут. Вот вы просто представьте, как разгромная победа над игроками, за которыми ты следил несколько лет назад на мажорах, окрыляет и вселяет уверенность в себе. Мне кажется, этот моральный заряд был посильнее всяких редбулов. Во втором же матче жребий сводит нас против команды Масоник, которая стабильно держится между топ-70 и топ-40 рейтингах ЛТВ, уже на протяжении не первого года. А в этот момент вы с парнями на одну из лучших карт соперника умудряетесь забирать 7 раундов в атаке на Вертиго, одной из самых КТ-ориентированных карт в маппуле. Я пробую. Хорош. Да, вставлю. Элик, пацаны. КТ и Эрик. Эрик и КТ. Хорош, у вас КТ. Элик. Найс, хороший. Игорь, красава. Ой, Игорь жестко вообще красава. Тут халф. Злой за КТ просто развалим. Но, к сожалению, у нас не получилось дожать эту игру из-за того самого мандража и нехватки опыта игры против таких серьезных команд в рамках турниров. По девятке у меня тип, один мидл. Подохну. Красный мид. 2 под Б и красный мид. На верспе. Снизу. Сразу. Дашка. Бля, если бы начальные раунды брали, думаю, был бы, конечно, проще. Да и дальше можно было спокойно, думаю. Там Ну просто, да. типа, сломалось в один момент. А в третьем матче вам дает в соперники команду, находящуюся на тот момент на 17-м месте в мире по рейтингу ХЛТВ в лице К-23. Да-да, это те самые Норберт и Фейм, которых не так давно выкупили в Virtus.pro. И о боже, что это был за матч? Белого. Большие. Большие направо. Хорош. Переспрейл. Похда ты. Переспрейл. Опять же, как считается в комьюнити, более легкая сторона на Инферно — это защита. А мы были вынуждены начинать за слабую сторону на одной из лучших карт такого сильного соперника. Так. Да, должно быть 2. НТ. Не, я не хочу. Нормально. Не хочу за это играть, квит. И парни на диком мандраже, адреналине и 100% с безумно холодными от волнения руками в середине первой же половины с удивлением замечают, что все у них получается. Мобу не получится забрать? Два там. 2 КТ. Еще один КТ. Хорош! Банан аккуратно. Он ебанутый, блядь. Он ебанутый! А их взял, Отец, Кирюх. Все они, черт побери, могут. Агрессия соперника наказывается, перестрелки выигрываются, раунды забираются. А если раунд и отдается, то есть четкое понимание от допущенной ошибки. Где? Не знаю, за четверкой. Достал бомбу. Не понял, блин. Да, бля, надо было мне заколить флешку в плент, а не КТ. Я же знаю, что он в тройке, да, там антифлеш. Тренер жестко включается в нужный момент, дает грамотные подсказки и так далее. Вот мы сейчас показали то, что мы можем там постоять, там где-то сыграть в 2.15, еще что. Сейчас поиграйте 4+1, чтобы больше разменчиков. 4+1 на Б? Вообще, 4+1. Просто 4+1, пацаны, да. Типа, начиная, я имею в виду про доигровки. Перейдя за защиту, мы все еще мучаемся и вынуждены превозмогать самих себя. Ковры, дроп. Ковры упал. 3. Билдел. Савить надо. Нам все время приходится догонять. Концовка игры все ближе и ближе. Напряжение, наверное, самое наивысшее, которое мы только испытывали. Такое ощущение, что команда играет не просто какой-то очередной матч лиги, а свою первую ХЛТВ игру, которая у нас все так же, к сожалению, не случилась и по сей день. Ждать сейчас. Смог РБ, смог КТ. Выходит. Б выход. Единица. Была БМ-ка просто. Но все же на зубах, как в фильмах, мы преодолеваем волнение и неудачи. Наконец запрыгиваем в этот последний поезд и все же вырываем эту чертову игру из рук соперников, переводя ее на допы. Еще два. Еще, найс. На старте. Ласт на втором далеко Да, был. на второй был. Я Я бежал. банан. Авик, Авик. Я терял. А, он уже... Звук. Хорош. Нихуя себе. Выходит, да. Это не Б. 20. Ставь одного. Смотрю, Игорь. Да. 20-15. Долбил. 20 зашел. 20 упал ковры. Тюрьма.
Налево, чтобы ванвей был и флешку дашь от пункта, как договаривались. Готов? Да, Давай флеш. флеш. Налево. Фолтавик за жирным. Один хп у него. Белого. Большие. Большие направо. Хорош. Хорош. Переспрейл. Бог да ты. Переспрейл. И вот идет второй раунд допов. Парни берут первый фулбай. Хорош. Закидывал. Хорош. Не успел, не успел. На втором бае пацаны успешно заходят на Б-плен, черт его побери, Инферно, который, наверное, считается самым невыбиваемым плентом в игре за защиту в меньшинстве. Вообще во всей КС-ке. Плент КТ. Дайте я КТ. Даю смог Дай КТ. КТ. Давай смог это. План же бокс. Ставлю под единицу. Двух уже руины, по-моему. Скажу честно, вот в этот момент я уже поверил в то, что это будет победа, так как у соперников дальше будет плохой бай, и все. Это сразу дикий кликбейт, это посты в пабликах и нереальный заряд на будущий 7-мильный прогресс. Но ё-моё, парни что-то учудили, начали что-то опять выдумывать в самый неподходящий момент, и в итоге случилось вот это. Да, иди ко мне, Миша. Да, звук. Я первый. Руин никто не чекает там. Я смотрю. Звук, ты что добежал 100-метровку? Будет ретейка, будет. Давить нет, не будут. 2 в 4, так. Флешка КТ 90. Руина ворот. КТ. Далеко КТ. Рабы. Рабы КТ. КТ биты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, Хантер. Яй-яй-яй-яй. Ну а дальше все как обычно у нас бывает, проигрываем так, чтобы нам самим было максимально обиднее. Давайте кидайте. Дал, даю открывающий. Да, флеш даст мне, Игорь. Писавиком первый. Рабы. 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 Подарок судьбы, сука. Но вместо срачи и тильта, вернувшись из толчка, я слышу оживленнейшее общение и поддержку друг друга внутри команды. Мы, короче, вели за КТ, потом мы, короче, запассивичились, потом начали активничать, и у нас сразу опять игра вернулась наша русская. Да потому что надо было ломать вот дефолт, они сильно себя вальяжно чувствовали. Просто мы... Нельзя просто таким командам давать слишком много пространства. То есть 2 раунда подряд, когда мы отдавали банан, они просто типа контактом выходили убивали там быстро Игоря, это походу вот с бустом момент, я просто не помню точно, запуталось у меня в голове. Они себя слишком спокойно на всей карте чувствовали. А им нельзя этого делать, это же команда, блядь. Когда у них какие-то зоны есть, с которыми они могут быстро сыграть, ну это все для нас, блядь, конец. Они просто пятером собираются, выходят под флешки и все. Вы только что на равных бились с командой, которая является предтоповым тир-2 коллективом с огромным бюджетом и опытом. И если бы 1,5 года назад мы проиграли в такой же игре заведомо более сильному коллективу, то все бы затильтились и до конца дня не разговаривали бы. А тут и без того нереальный вайб внутри команды превратился в бушующее пламя, которое зарядило нас еще сильнее. Ведь теперь мы точно увидели и поняли, что все мы, сука, можем. Просто нужно еще чуть-чуть поднажать и все получится. Буквально через пару дней у нас выпадает игра против Mad Lions, которые на тот момент находились в топ-30 мирового рейтинга. К сожалению, эту игру я не смог записать, так как уезжал в другой город решать вопросы со своим будущим переездом. Но я смотрел этот матч на Твиче. Парни дали просраться очередной очень сильной команде, почти забрали лютый камбэк на Эншенте, но опять проиграли с минимальным разрывом 16-14. И вот смотрите, постоянные тренировки против стабильных ЛТВ команд, а также вот такие супер близкие матчи с командами, которые, как нам раньше казалось, были условными небожителями, вселило в коллектив какую-то ну просто запредельную уверенность в себе. Я впервые в жизни видел ребят настолько заряженными на результат, настолько ответственными и собранными. Поэтому мы решили не фокусироваться лишь на одном турнире и зарегистрировались в одну СНГ-лигу. Нас сразу инвайтнули в Про-дивизион, и мы сыграли там парочку матчей. Эта лига была для нас не более чем полем для тренировок, так как основной фокус мы все же делали на ИСЕе. Так как это была СНГ-лига, то автоматически стоит понимать тот факт, что соперники ну очень уж сильно настраиваются на матчи именно против нас. Из самых интересных матчей хотелось бы выделить игру против нашего бывшего тиммейта Immortal, в игре против команды которого парни не испытали особых проблем. Вышли Б. Вышли на меню. Я отпустил. Был один. 3. Жить, хорошо. Да, еще один хан. Еще один полетел. Бум. Минус 50-й. Внизу. Хорош, Кирюха. Также хотелось бы упомянуть игру против новосибирской команды Квазар, которая на тот момент находилась, наверное, в своей самой лучшей форме, благодаря которой смогла выйти в челленджер стадию прошедшего РМР турнира через открытую квалификацию для команд с Сибири и Дальнего Востока. Я пикаю броки. Двойка броки. Двойка. Броки убили, двойка. Двойка, пацаны. 4 броки, двойка же.
Вылетаем. Охуеть. Охуеть. Ну и особняком стояла игра против команды Дяди Сизда под тегом Singularity. Все, что вам нужно знать об этом матче, так это то, что до встречи с нами они не проиграли ни в одной игре этого турнира. Они проходились катком по всем соперникам и шли со счетом 6-0. А наши с вами парни с приличным разрывом в счете справились с командой бывшего финалиста мажора, играя с ними в равный КС. Медленно, от дефолта, управляя темпом игры, растягивая соперников и в то же самое время не давая шансов в перестрелках лицом к лицу на ставшем уже, наверное, православном мираже. Ты скрой. Ты скрой. Ты скрой ласт. Ой, солнышко, пацаны. Плюс 50. Хорош. ГГ. Разумеется, мы не забывали играть старые добрые турики-однодневки, всякие сей кэшкапы и прочее. В какой-то момент я заметил такую особенность, что команда уже стабильно доходила до 3-й или 4-й игры вообще без особых проблем. О структуре кэшкапов я рассказывал в прошлом видео о команде, можете пересмотреть его, кликнув по подсказке. Но мы, как это обычно бывает, оступались либо в игре за выход на ХЛТВ, либо в одном шаге до нее. Упомяну разве что Игоря Фобана, который стал, не побоюсь этого слова, героем ТикТока. Я даю второй смог. Слепой пал убил меня. Вот так незаметно на горизонте уже начала маячить РМР квалификация на мажор, то есть на самый важный и большой турнир в мире Counter-Strike. В этот раз СНГ регион объединили с Европой, поэтому пройти через открытую квалификацию стало еще сложнее, чем раньше. И уже лично для меня, хотя, наверное, и для парней тоже, стало очень приятной ачивкой то, что нашу команду наравне с целой кучей очень сильных СНГ коллективов и миксов запостили в группе CSGO, как одну из потенциальных команд, которая вполне может хорошо проявить себя на этих квалификациях. Этот паблик — это больше такая дань олдам. Он не является каким-то хайповым и не несет в себе каких-либо привилегий. Просто олдовый паблик СНГ КС, админы которого никогда не воспринимали Инсилио всерьез. Админы никогда не обращали на наши успехи внимания, но, видимо, выход в Advanced Лигу, отличные результаты на турнирах-однодневках, достойная игра в СНГ Лиге все же вынудили их поставить нас в один список с такими командами, как те же Фарзы или К-23. За что, кстати, срубили плюс 1000% к лайкам на постах группы. Если что, парни, нам не жалко, пользуйтесь. На первой же РМР квалификации мы задали наивысшую для нас планку за все время существования команды, дойдя до стадии 1/32 финала. Выиграем мы этот и следующий матч, далее бы мы встретились с Fnatic на ХЛТВ. Но это все якобы да кабы. По факту же парни снова восприняли этот результат как очередной вызов и зарядились на еще более жесткую работу. Но вот вы буквально на секунду представьте, вы входите в 32 лучшие команды из более чем 700 коллективов, среди которых были Фарзы, Фнатики, OG, Биги, Спириты и прочие. Ну вот как тут не поймать небольшую дольку ЧСВ? И кстати, Инсилио все же побывали на мажоре. Да-да, наш бывший тиммейт Паша Сирень сейчас играет за Team Spirit, которые проперлись так, что мама не горюй, дойдя аж до полуфинала мажора. А наши зрители даже сделали несколько плакатов, чтобы поддержать нашего бывшего тиммейта и нас самих. И огромное вам, парни, спасибо за это. Вы даже не представляете, как сильно это греет нам душу. Кстати, про Пашу Сирень. Многие почему-то думают, что раз он 1,5 года назад играл вместе с нами, то это значит, что наша команда и в частности я приложили к его успеху какие-то усилия. По факту это не так. Паша добился всего сам. Именно он решил покинуть наш коллектив в свое время. Именно он знал и понимал, чего хочет и чего может добиться. Он усердно работал, и сейчас он совершенно другая прежде всего личность. Он настоящий спортсмен и работяга. Не каждый сможет 13 месяцев подряд ебашить по 150, а то и по 200 часов за 2 недели в КС, не делая вообще никаких перерывов. А он смог. И именно благодаря его усердной работе в моем инвентаре теперь лежат на данный момент самые дорогие для моей души стикеры. Но я специально приберег место в своем сердце для стикеров нашей с вами команды. Верно же? Окей, давайте вернемся к РМР квалификациям. Мы просто на какой-то безумной уверенности в себе и в своем пути начинаем готовиться ко второй РМР квалификации, будущим матчам Лиги ИСЕ и прочим вещам, как вдруг наступает 24 февраля. Ребят, давайте сразу договоримся. Любой, кто будет пытаться разжигать политоту в комментах, будет жесточайшим образом баниться. Поэтому, если что, в будущем не обижайтесь. Все случившееся — это трагедия для миллионов людей. И мы тоже не смогли как-то избежать последствий всего этого. Ведь наш состав на 50% состоял из русских и украинцев. Причем именно такая пропорция у нас была уже более чем 2 года. К сожалению, к тому моменту, как я и говорил, я потратил все свои последние сбережения на подготовку к своему будущему переезду. Сам влез в нешуточные такие долги и банально не имел возможности обезопасить Мишу,
Рому и Игоря. У меня просто не было ни средств, ни возможности на это. К сожалению, Инсилио это не Team Spirit, чтобы открывать базы в других странах и перевозить туда свои команды. У нас прежде всего медиапроект. Наш единственный спонсор по рематч является украинской БК, и они также банально не смогли продолжить с нами сотрудничать, хотя и я, и они этого очень сильно хотели. Буквально в один миг мы с парнями лишились всего. Прекрасной команды, спонсора и, как следствие, зарплат. Парни из Киева были вынуждены прятаться в подвалах в первые дни. И слава богу, что с ними и с их родными ничего не случилось. Мы же, находясь в России, также потеряли возможность играть многие турниры, перестали тренироваться, да и сказать по-честному, никто особо и не хотел играть-то. Мы пытались переждать все это, пытались сохранить все, над чем работали в последний год, но, к огромному сожалению, у нас не вышло. Да чего уж там, у меня не вышло. Поэтому наша команда Инсилио, которая с самого начала проекта всегда была русско-украинской, в соотношении 50/50, к сожалению, отныне останется лишь в нашей с вами памяти. Я сейчас пост пишу про, вот эту всю ситуацию. Да, блять, просто... Не могу вообще слезы остановить, это просто пиздец. Только все так хорошо пошло. Вот вы знаете, я давно заметил, что судьба любит побаловать меня, а потом жестко и жестоко все разом забрать и разрушить. Мы потратили столько времени, денег и сил, чтобы потерять все в один миг, как по щелчку пальца. Думаю, вы все прекрасно знаете, что я по природе своей очень лютый нытик. Но я, сука, упертый как баран. Мы с парнями, разумеется, плакали, но все равно, несмотря ни на что, расстались в хороших отношениях. И мы все еще периодически связываемся. Рома Вульф работает в хорошей команде. Миша и Игорь также весьма быстро нашли себе команду примерно такого же уровня, как и у нас. И, кстати, играют с нами в одной лиге. Рома так вообще переехал нас катком в новом сезоне Лиги ИСЕ в первом же матче. И так уж получилось, что мы с вами занимаемся спортом, ведь CSGO признали официальным спортом. И в то же время мы все еще слишком юны, чтобы сделать хоть что-то в этом большом и жестоком мире. Но жить нужно дальше, и мы будем делать это. Мы не останавливаемся и вернемся еще лучше, еще сильнее и с еще более интересными и хорошими результатами. Вот только когда это будет, остается загадкой даже для меня. Но то, что мы точно вернемся осенью, я вам гарантирую. А до тех пор лишь поддерживайте оставшуюся часть команды. Ведь мы остались не просто без половины команды, мы остались без тренера и спонсора. Парни уже который месяц честно и на чистейшем энтузиазме продолжают работать ради тега Инсилио. Мы постараемся найти достойную замену Малкису, Фобану и Вульфу. А до тех пор, пожалуйста, храните в памяти именно этот каноничный состав нашей команды. Ведь именно эти парни заложили первые кирпичики в фундамент наших будущих побед, в которых я, черт побери, не сомневаюсь, лишь бы были возможности. Я искренне люблю каждого из этих парней. Они для меня самые близкие люди в КС мире, и я надеюсь, что этот киберспортивный путь еще сведет нас вместе, но не как соперников и врагов, а как добрых друзей и, возможно, будущих тиммейтов, либо партнеров. Обязательно оцените это видео лайком или дизлайком, чтобы помочь в продвижении нашего проекта. А также подписывайтесь на этот канал, ведь дальше нас ждет еще больше интересного. И всем пока. Flowing through my veins like a tear in the ocean. I lied to myself just to prove that it's over. Trapped inside the cage, got a key won't open. Forget about the past, cause the seeds were disclosure. Cause I am a lone wolf, fighting my own road. I'll be on it all alone. You can call me a jigsaw. If you got just one more moment to let go.